Друзья, всем привет! Сейчас я расскажу основные правила по сбору ресурсов, чтобы это занятие приносило вам как можно больше пользы и не приносило вред другим участникам гильдии. Мы видим красные линии. Этими линиями обозначается территория Альянса. Внутри данной территории, если собирать ресурсы, мы получим бонус 30% к сборке. Вот нажмем на любой узел, мы видим скорость сбора плюс 30%. Далее. Чтобы эффективно собирать ресурсы, нам лучше всего использовать усиливающие эффекты. В данном случае у нас есть усиление сбора на 8 часов. Увеличивать скорость сбора на 50%. Используем. Также можно для своего убежища использовать все остальные эффекты. Далее. Кликаем на узел, смотрим количество, которое мы можем собрать, 720 тысяч. Соответственно, нам надо отправить такой отряд, который сможет собрать эти 720 тысяч. Создаем отряд. И смотрим внизу, какой у нас объем они могут собрать. 720 тысяч. То есть, если я отправлю этот отряд на узел, то они его опустошат полностью. Если у вас цифра меньше, чем объем узла, вы не берете этот узел, вы ищете узел меньше уровнем, чтобы вам хватило вашего отряда. Потому что если узел не доделать до конца, то не появится новый. И все сагильдийцы расстроятся. Я отправила свой отряд. Мы видим прекрасную зеленую линию. Если к моему узлу уже идет какая-то другая линия, синяя, значит мой узел уже занят. Вот мы видим синие линии. Если бы на мой узел шла синяя линия, значит к этому узлу уже идет отряд. И если я приду быстрее, соответственно, я украду узел у другого сагильдийца, что делать нехорошо. Далее. Обязательно надо смотреть отчеты после сборки. Вот я открыла свои отчеты, соответственно, я собрала полное количество с лесопилки. И еще у меня часть отправилась в ресурсы гильдии за счет того, что я собирала на территории Альянса. Если вы будете собирать вне территории, бонуса к сбору не будет, и гильдия тоже не получит ничего с этого узла. Я нашла пример узла. Вот смотрите, узел доделан не полностью. 206 тысяч осталось. Нажимая на 3 точки, можно узнать, кто же его не доделал. И высказать все хорошее этому человеку. Так делать не надо. Вот смотрите, есть узел, к нему идет синяя линия. Значит, человек к нему идет. И нам этот узел брать не надо, потому что он уже занят. Если этот человек отправил своих сборщиков и вышел из игры, соответственно, отряд просто вернется пустым. Также хочу обратить ваше внимание, что гильдия строит специально центры ресурсов, чтобы можно было собирать много ресурсов определенного вида. В данном случае у нас сталь. Мы можем отправить бесконечный отряд и собрать миллионы стали. Также хочу обратить внимание на самих сборщиков. У них у всех есть разные навыки, которые помогают именно в сборе ресурсов. Например, вот этот товарищ, если мы зайдем в навыки, мы можем увидеть, что он дает бонус к скорости сбора стали на 30%, а к сбору пищи, древесины и нефти на 20%. То есть, соответственно, выгодно посылать на сталь. И так вы будете собирать ресурсы более эффективно. Например, моя любимая бабулечка. Она собирает хорошо древесину, пищу и сталь. То есть лучше ее отправлять на дерево, а потом уже на пищу и сталь. Плюс еще надо смотреть таланты.
Если она является главным героем в этом отряде, то смотреть на прокачанные навыки и, соответственно, посылать ее на соответствующие ресурсы. Все, я кратко рассказала вам по теме сбора ресурсов. Надеюсь, вам было полезно. Всех обнимаю.